Приветствую на канале МАФ. В этом видео я расскажу о 5 криптовалютах, на которые стоит обратить внимание. И все они будут связаны с метавселенными. Да, именно эту сферу криптоиндустрии многие аналитики называют самой перспективной. Например, Citibank прогнозирует рост экономики метавселенных до 13 триллионов долларов к 2030 году. Для сравнения, это как стоимость 20 компаний Amazon или 30 Microsoft. Но перед началом я расскажу о критериях, по которым сформирована подборка. Во-первых, криптовалюта должна входить в топ-1000 по капитализации по данным CoinMarketCap. Совсем начинающие проекты нас не интересуют. Во-вторых, мы исключаем все блокчейн-игры, разработчики которых используют слово метавселенная только из-за хайпа. В настоящей метавселенной должна быть полная свобода действий, а не какой-то определенный сюжет. И в-третьих, мы не рассматривали инфраструктурные проекты, которые создают технологические решения для метавселенной. Это немного другая сфера со своими особенностями. И помните, это не инвестиционный совет, а всего лишь проекты, к которым стоит присмотреться. Ну а теперь поехали. Sensou. Это внутренний токен метавселенной Sensorium Galaxy. Компания Sensorium разрабатывает проект Galaxy с 2018 года, а основателем и главным инвестором стал российский миллиардер Михаил Прохоров. По задумке, метавселенная будет состоять из 15 миров, но пока раскрыты концепции только двух: мир электронной музыки Prism и мир вечного движения Motion. В первом будут проходить в режиме реального времени концерты артистов. Свое сотрудничество уже подтвердили такие всемирно известные диджеи, как Дэвид Гетта, Карл Кокс и Армин ван Бюрен. А в мире вечного движения Motion будут проходить выступления известных танцоров различных направлений. Первым партнером стал артист балета Сергей Полунин. Уже создан его фотореалистичный аватар и оцифрованные танцевальные номера. Одним словом, Sensorium Galaxy — это проект с крупными инвестициями и громкими именами. Все это увеличит спрос на их криптовалюту Sensou. С помощью нее пользователи будут приобретать доступ к контенту, будь то билеты на концерты или элементы кастомизации для своих аватаров. Подобно играм, таким как Fortnite и Minecraft, Sensorium Galaxy основана на модели Free-to-Play, где прибыль поступает только от внутренних покупок. И еще один интересный факт. Токены Sensa на сумму 7 миллионов долларов еще в далеком 2020 году купила стриминг-платформа Tidal. Ожидается, что музыка из их библиотеки будет распространяться и монетизироваться в метавселенной. Пока проект Sensorium Galaxy находится на стадии альфа-тестирования, но их токены уже можно купить на биржах KuCoin, Gate.io и Poloniex. Mana. Это токен самой развитой и популярной криптометавселенной Decentraland. На первый взгляд она похожа на онлайн-игру, однако развлечение — это лишь малая часть возможностей этой метавселенной. Decentraland очень насыщенный календарь событий. Можно записаться на хэллоуинскую вечеринку, сходить на футбол, посетить модный показ или художественную выставку. Разнообразие ограничено лишь фантазией организаторов. Виртуальные участки земли в этой метавселенной пользователи покупают и монетизируют с помощью токенов Mana. Дело в том, что за долгие годы существования криптовалют их массового внедрения так и не произошло. Использование их вместо денег разрешено лишь в считанных странах, но в метавселенной криптовалюте ничего не мешает стать главным платежным средством. По крайней мере, так считают разработчики Decentraland. На пике капитализация их токена достигала 10 миллиардов долларов, и даже сейчас Mana остается самой популярной монетой, связанной с метавселенной. Своего рода биткоин среди виртуальных миров. Купить Mana можно на разных площадках, но мы рекомендуем приобрести токены на бирже Binance. В описании видео есть реферальная ссылка, зарегистрировавшись по которой вы получите скидку 20% на комиссии. Cube. А этот токен используется в самой технологичной метавселенной Somnium Space. Она уже доступна для всех основных гарнитур виртуальной реальности, подключаемых к ПК: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality и других. Но VR-гарнитуры не предел глубины погружения в Somnium Space. Программный код метавселенной поддерживает отслеживание пальцев, губ, глаз и даже передачу запахов, ветра и даже прикосновений. Однако все эти возможности появятся лишь в будущем, так как оборудование для подобных технологий пока не вышло в серийное производство. На нашем канале есть подробный обзор этой метавселенной. Если еще не видели, то обязательно переходите по ссылке в описании. А нас сейчас интересует внутренняя валюта Somnium Space, токен Cube. С помощью него люди в метавселенной расплачиваются друг с другом за товары и услуги без посредников. Например, монеты могут пригодиться, чтобы купить билет на виртуальный концерт или купить картину у художника. Приобрести токены Cube можно на биржах Gemini, BitGet или Uniswap. Sand.
А этот токен относится к метавселенной Sandbox. Она еще находится в разработке на этапе альфа-тестирования. Он продолжается с 2021 года и проходит в виде альфа-сезонов. За участие в них пользователи зарабатывают монеты Sand. Всего в метавселенной доступно пока около 90 локаций, и все они созданы знаменитостями. Диджей Deadmau5 и Стив Аоки, рэпер Snoop Dogg, сериал «Ходячие мертвецы» и даже мультперсонажи Смурфики. Вряд ли какая-то еще из метавселенных может похвастаться такими партнерствами. Благодаря известным артистам и брендам Sandbox привлекает к себе огромную аудиторию, поэтому к официальному релизу эта метавселенная вполне может стать самой густонаселенной. Внутренний токен Sandbox называется Sand, и уже сейчас у него много вариантов использования. Геймеры пользуются токенами как игровой валютой для покупки предметов и настройки внешнего вида аватаров. Художники и дизайнеры продают за них свои работы в виде NFT. Также держатели Sand получают пассивный доход за хранение криптовалюты в кошельке для поддержания блокчейн-сети. Это называется стейкинг. А еще держатели токенов принимают управленческие решения, то есть голосуют за то, как будет развиваться метавселенная Sandbox в будущем. Токен Sand торгуется практически на всех крупных биржах, но один из лучших способов купить Sand – воспользоваться биржей Binance. Напомню, что в описании есть реферальная ссылка, зарегистрировавшись по которой вы получите скидку 20% на комиссии. Ape. Это внутренний токен из Otherside, самой молодой метавселенной в нашей подборке. Ее разработчики – создатели NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club. Для тех, кто не знает, это те самые NFT-обезьяны, которые стоят по $1 миллион. Говорят, даже у Эминема такая есть. Теперь это будет целая планета обезьян, а точнее метавселенная Otherside. 30 апреля 2022 года состоялась распродажа виртуальных участков Земли. Цена была фиксирована – 305 токенов Ape, что около $6500 по тогдашнему курсу. Буквально за пару часов все NFT участки были проданы. Вероятно, причина в том, что хайп вокруг обезьян Bored Ape Yacht Club был настолько огромен, что любой новый проект, связанный с ними, по умолчанию обречен на успех. В сентябре 2022 года Otherside находится на этапе разработки. По сути, кроме команды создателей, о ней мало что известно, и даже дорожная карта пока не опубликована. Зато внутренний токен Ape уже занимает 38 место по капитализации в рейтинге CoinMarketCap и продается на большинстве крупных бирж. Например, Binance. Реферальную ссылку, которая даст 20% на комиссии, вы также найдете в описании. На нашем канале мы говорим о будущем, показываем метавселенные, записываем инструкции и обзоры о криптовалютах, а также берем интервью у экспертов. Но экосистема MAV куда шире. Например, это видео нам помогли подготовить наши коллеги из агентства MAV Metaverse. Они занимаются освоением метавселенной. Специалисты строят виртуальные офисы, как у Samsung, устраивают презентации новых продуктов, как у Heineken, и даже организовывают свадьбы в метавселенной. Теперь вы знаете, куда стоит обратиться, если понадобится создать объект или провести мероприятие в метавселенной. Ссылка на MAV Metaverse есть в описании видео. Но мы рассказали о 5 криптовалютах, связанных с метавселенными, на которые стоит обратить внимание. Sensa – это токен проекта с крупными инвестициями и громкими именами. Mana – самая популярная монета, связанная с метавселенными, и их капитализация достигала $10 миллиардов. Cube – это токен самой технологичной метавселенной. Она может похвастаться наличием VR, отслеживанием пальцев, губ и даже глаз. Sand – это монета с самым большим разнообразием вариантов использования, а метавселенная, в которой она работает, сотрудничает со знаменитостями и привлекает огромную аудиторию. Ape. А от этого токена и их метавселенной огромное ожидание, так как прошлый проект разработчиков был невероятно успешным. Если подобный формат вам понравился, напишите в комментариях, какую бы еще подборку вы хотели увидеть. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорого!